Друзья, всем привет! Сегодня хотим представить вашему вниманию ролик, состоящий из небольших таймлапсов о том, как мы с Машей строили наш новый дом. Для новеньких на канале, может быть, будет полезно и интересно посмотреть о том, как муж с женой вдвоем могут сами, не прибегая к помощи каких-то специалистов строительной, какой-то специальной техники, сами построить дом. Ну а для тех, кто с нами уже давно на канале, может быть, будет интересно посмотреть и вспомнить, как это было. Нам самим, если честно, было интересно пересмотреть все эти ролики. В какие-то моменты уже даже не верится, что мы все это делали сами, но это действительно было так. Ну и хочется сказать пару слов предыстории, что мы в 2019 году, еще в доковидное время, купили, наверное, самый дешевый участок земли в нашем регионе точно, за 25 тысяч евро. И сегодня хотим вам показать, что мы на этом участке построили, что мы там смогли реализовать. В дополнение к этому ролику внизу мы оставим ссылки на ролики, в которых мы рассказываем, как мы делали документы, как мы все оформляли. Там есть детально наш проект. То есть вы все это можете посмотреть. Кому будет интересно, можете посмотреть все наши ролики более подробно. Еще раз напомним, что идея снимать ролики к нам пришла во время ковида, и поэтому у некоторых роликов о том, как мы заливали фундамент, о том, как мы его копали, у нас нету. Ролики начинаются уже примерно с того этапа, когда мы уже начали возводить стены первого этажа. Ну, в общем, не будем долго затягивать это вступление и посмотрим, как это было. Как вы видите, строительство нового дома совпало с рождением нашего младшего сына, и нам приходилось совмещать приятное с полезным. В основном мы строились во время его обеденного сна. Снимать ролики мы начали не сразу, и поэтому наши видео начинаются с того момента, когда некоторые стены были уже почти готовы. Ну хоть так. Дом мы решили строить из керамоблока. Это сейчас, наверное, самый популярный материал для строительства во Франции. Окладку мы делали на специальный клей, нанося его из специального дистрибьютора. Работать с такими кирпичами оказалось довольно удобно. Главное ровно выставить первый ряд. Единственное неудобство – это резка нужных кусков. Для этого мы покупали специальную пилу. По проекту каждые 3-4 метра мы заливали армированные колонны бетоном. Раствор мы мешали сами в бетономешалке, заливали по 2-3 колонны в день. Очень удобно, что для заливки колонны поясов существуют специальные кирпичи, и нам не нужно было устанавливать дополнительную опалубку. Каркасы также продаются в магазинах уже готовые. А вот так выглядело наше перекрытие в разобранном виде. Для перемычек над окнами нам все-таки пришлось сварганить небольшую опалубку. Ну а дальше мы приступили к монтажу поясов. Чтобы углы наших поясов выглядели эстетичнее, мы их запилили под 45 градусов. К этому времени уже научились обращаться с этой пилой. Вышло довольно симпатично. Ну а сам монтаж поясов, как вы видите, ничего проще быть не может. Выбили заглушки, натянули нитку и просто ставим их один к одному. Помним, что очень важным было ровно по уровню выставить первый ряд и не испортить уровень в дальнейшем, нанося ровный слой клея каждый раз, в чем нам помогал наш дистрибьютор. Ну а когда все пояса были готовы, мы уложили и увязали каркасы из арматуры. Усилили углы, вроде все сделали надежно. Ну и дальше сам процесс заливки. На самом деле желобок довольно узкий, и заливать его не совсем удобно. Как это люди делают из насоса, вообще не представляю. Наверное, такие желоба и придуманы для заливки их вручную. В общем, как-то мы приловчились, может, не совсем это был быстрый процесс, но у нас получилось. Конечно, залить все пояса сразу не вышло, но мы старались места соединений и углы проливать в один и тот же день, чтобы было надежнее. Ну а дальше мы приступили к монтажу перекрытия. Это система перекрытия от фирмы Rector, которая состоит из поперечных балок и блоков, которые укладываются между ними. Все заказывается в размер.
поэтому количество резов минимально. А самое неудобное в этом всем, что балки тяжелые и не совсем удобно их укладывать. Но тут нам на помощь пришел кран для гипсокартона, и со своей задачей он справился. По краям укладываются изоляционные вставки из пенопласта. Сама сборка перекрытия довольно увлекательный процесс. Изначально мы не сильно представляли, насколько это сложно или легко, но в итоге весь процесс занял 3-4 дня. Сами блоки залиты не сильно хорошо, приходилось их обстукивать, чтобы щели были минимальны. Но хорошо, что они не сильно тяжелые и укладываются довольно быстро. Первые ряды мы только набирались опыта, и может быть это было не так быстро, как хотелось, но потом процесс пошел уже быстрее. По ощущениям, два крепких мужика могут собрать такое перекрытие, наверное, за день. Очень прикольно, что быстро виден результат, на наших глазах просто стены превращаются в комнаты. Дальше мы укрепили наше перекрытие, установили доску и подперли ее стойками, чтобы оно не прогибалось в момент залития. Как это делают, мы подсмотрели на соседних стройках. Такая система тоже очень популярна во Франции, в интернете можно найти много роликов, как люди собирают подобные перекрытия. Все продумано, и для реализации этих работ действительно хватает пару человек. Ну а после того, как мы закончили сборку перекрытия, мы приступили к заливке лестницы. Потому что в планах было заливать перекрытие вручную, а для этого необходима удобная лестница. Размечаем наши ступеньки. Это уже не первая наша бетонная лестница, поэтому не сильно сложно. Как обычно, в ход пошли какие-то подручные материалы. Это поддоны, которых на стройке всегда в достатке, пару профилей, пару стоек. Не совсем удобно что-то фиксировать к керамоблоку. Это, наверное, один из минусов этого материала. Даже используя специальные дюпеля и крепления, не всегда надежно они фиксируются. Но, как обычно, нам на помощь пришла пена, и мы вроде с этой задачей справились. Все ступеньки установили ровненько, по уровню все как надо. Чтобы бетон не протекал сквозь поддоны, воспользовались картоном. Как раз за несколько дней до этого мы купили велосипед, и эта коробка нам пригодилась. И застелили все пленкой. Вообще, когда собираешь подобную опалубку, всегда надо помнить, что потом ее нужно разбирать. Так что тут главное не перемудрить и сделать так, чтобы все наши шурупы и крепления оказались после заливки к нам лицом, так сказать. Дальше отмеряем арматуру, режем, все хорошо увязываем и устанавливаем ступеньки. Ну и самый приятный момент — это процесс заливки. Тут главное не торопиться, и ступенька за ступенькой наполняем бетон, следим, чтобы наши ступеньки не переливались, чтобы бетон не был сильно жидким. Сама лестница у нас пришла и легла на поперечную балку, так что отсутствие самого перекрытия нас не смущало. А на следующий день уже можно ходить. Лестница готова, мне кажется, получилось очень даже неплохо.
Ну и самый, наверное, сложный этап в плане физической нагрузки – это залитие перекрытия, ради которого к нам на помощь даже приехал наш друг Данил. Сами мы бы точно не справились. Вообще мы долго думали о том, как мы будем заливать перекрытие. Изначально планировали это делать с насоса, но потом как бы сам Данил предложил свою помощь, говорит, зальем руками, зачем торопиться, все должно получиться. Для начала выставляем бортики, чтобы наш бетон не убежал наружу. Для этого тоже покупаются специальные кирпичи нужной высотой. Покупали мы их вместе с перекрытием. И как бы нам все это считали еще в момент покупки в магазине. Подпиливаем наши блоки, чтобы нигде не оставалось никаких щелей. Проставляем стойки в зале и начинаем заливать все полые места на нашем перекрытии. А после того, как наше блюдечко было готово, мы застелили все это дорожной сеткой и начали монтаж теплых полов. Может, получилось не сильно красиво, но главное, что потом этого не нужно будет делать. Следом мы сделали дырки для вентиляции и проводов, заложили нужные гофры, чтобы потом не долбать это перекрытие. Ну и сам процесс заливки заливали мы небольшими полосками, сразу старались все хорошо по уровню загладить, чтобы потом оставалось только положить кафель. Никаких стяжек в будущем делать бы не хотелось. В итоге получилось очень даже недурно. Самая сложная часть работы завершена. Итак, после завершения работ по заливке перекрытия, следующим этапом было возведение стен второго этажа и кладка фронтонов. Как мы уже помним, в данной кладке очень важен первый ряд, поэтому мешаем приличное количество раствора для того, чтобы уложить идеально ровно наш первый ряд, чтобы все было четко по уровню. Вообще кладка блоков — это довольно приятная работа, особенно когда она выполняется вот в такую вот погоду, когда на улице уже тепло, солнечно, очень классно работается. Все вертикальные швы между кирпичами мы заполняли пеной. И вот так камушком за камушком выкладывается первый ряд блоков. Здесь мы, в принципе, уже набили руку, процесс у нас как-то пошел быстрее. Главное следить за уровнем и следить за ниткой, чтобы все было ровно, четко. Помним, что первый ряд — это всегда очень важно, лучше потратить на него чуть больше времени, но зато дальше будет намного проще. Вся семья в сборе, все помогают, все поддерживают. Где-то мы даже засекали время, один вот такой ряд мы выкладывали в среднем где-то за 45 минут. Естественно, проверяем угловые блоки, меряем все отвесом, либо каким-то лазерным уровнем. В данном случае мы пользовались отвесами. А это нам уже привезли материал второго этажа, выгрузили нам его прямо на перекрытие. Как мы видим, перекрытие не рухнуло, значит, все мы сделали правильно. Здесь мы размечаем наши будущие простенки. Хотя мы сразу их не ложили, выложили только основные несущие стены, но на всякий случай сверились с нашим планом. Раствор для кладки мы покупали уже готовый, у него какой-то такой крупнозернистый песок, он довольно рыхлый и довольно удобно им работать, очень удобно выставлять кирпичи, блоки, главное как бы не жалеть, чтобы у нас был нужный слой для того, чтобы хорошо выровнять кирпич.
Где-то на этапе возведения стен второго этажа, вот в самом начале, я уже поменял полотна на пиле. Нужно учитывать, что где-то на строительство вот такого дома нужно 2 комплекта полотен для пилы аллигатор. Тут они у нас уже затупились, и я их поменял. И вот мы видим, первый ряд уже готов. После того, как мы уложили 2 ряда блоков, следующим этапом это была укладка вот таких вот карнизных форм, в которые мы потом тоже залили бетон, что уже является некоторым таким декоративным элементом отделки дома. И, кстати, очень такие тяжелые штучки, довольно непросто они укладываются. Единственным неприятным моментом это было то, что высота вот этих вот карнизных форм, она ниже, чем высота кирпичей, которые мы ставили на сам пояс. В итоге у нас получился такой некий дисбаланс по высоте, который мы потом выровняли. Все это так же самое мы укладываем на наш красный клей, на который мы ложили все наши кирпичи. И как мы видим, процесс укладки был довольно быстрый. За один день, даже не за день, а за пару часов, наверное, мы уложили вот такую вот целую полосу карнизных блоков. Пришлось, конечно, немного повозиться в моменте соединения карнизных блоков и блоков, которые мы используем для заливки пояса, потому что после второго ряда мы все это дело еще раз перевязали каркасом из арматуры. Может, это, конечно, в нашем регионе было и не обязательно, учитывая, что у нас тут не бывает никаких землетрясений, но для надежности перевязались мы несколько раз. Здесь нам уже активно начал помогать Павлик, это его первая стройка, первый дом, так сказать. Ну и, конечно, первые 3 ряда на втором этаже легли очень быстро, потому что уже и опыт какой-то появился, и пока еще не высоко, процесс шел довольно быстро. Ну и дальше наступил период заливки наших поясов, так сказать, нашего промежуточного пояса на втором этаже. В наши каркасы мы уложили арматуру и постепенно все это залили. Мы тоже особо никуда не торопились. Естественно, это все было сделано не за один день, наверное, дня за 3-4. Но в итоге получилось классно. Во все пояса мы сразу вставили болты для нашего будущего мауэрлата, чтобы потом было уже удобно крепить основание нашей крыши. Не совсем было просто поднимать, конечно, этот раствор наверх. Чем выше мы поднимаемся, тем тяжелее происходят все эти этапы заливки. Но все равно все это возможно сделать. Главное терпение. Главное не спешить. Потихоньку все делается. Здесь в каком-то моменте уже даже Аксель нам начал активно помогать. Уже стал он меньше спать. Но молодец, то, что давал родителям строить. Дальше мы приближаемся к возведению самих фронтонов. Для начала мы решили сделать некий мини-макет уклона крыши, для того, чтобы понять, куда же наша черепичка в итоге придет и какой высоты нам будет необходима мачта. После чего мы планировали натянуть нитку и определить стороны нашего фронтона, наших треугольников. Для этого мы воспользовались нашими палками, которыми мы подпирали перекрытие. По высоте нам их немного не хватало, поэтому мы добрали брусом нужную нам высоту. И вот здесь мы уже были, в принципе, горды собой тем, что увидели, какой высоты будет наш дом. Так сказать, увидели его вершину. Но тут мы еще не представляли, что ложить эти треугольные высокие фронтоны будет не совсем просто. Здесь вот мы видим, мы уже натягиваем нитку, чтобы не вылазить нашими кирпичами за пределы нужного уклона. И вот здесь вот уже понимаем, что и пилить их довольно сложно, когда такая большая плоскость распила. Но, как говорится, потихонечку, кирпичик за кирпичиком, такая работа тоже делается. Не так уж это сложно на самом деле. В центре нашего фронтона, конечно же, мы залили колонну.
для того, чтобы они... И мы ее подливали все время, мы ложили буквально 3 ряда, и мы ее подливали. Все время у нас был некий страх, чтобы наш вот этот вот огромный треугольник никуда не рухнул, ни в дом, ни наружу. Видите, здесь процесс у нас мешания бетона, постоянно мы подливали, укрепляли нашу конструкцию. После того, как мы выложили один фронтон, мы поняли, что мы справимся с этой задачей и начали потом ложить промежуточные. В принципе, нам говорили, что не обязательно ложить вот эти вот внутренние фронтоны такими мощными, как и основные, но мы решили, раз сложим уже все 20-м блоком, то и здесь выложим так же. Ну вот, и мне кажется, что до 9-го ряда мы все это ложили даже очень бодренько. Это было не сильно сложно. Мы натягивали нитки от одного фронтона к другому, чтобы соблюдать и уклон крыши, и так же самое нитки равняли, чтобы наши простенки были идеально ровными. Со стороны это уже чуть-чуть начало напоминать какой-то домик из кубиков Лего. После того, как мы везде положили по 9 рядов, мы начали монтаж нашего деревянного перекрытия. Тут нужно сразу отметить, что изначально в планах, в проекте у нас этого перекрытия не было. Но уже в процессе кладки наших фронтонов мы поняли, что не имея такого перекрытия, мы, наверное, не сможем доложить наши треугольники, потому что высота уже была приличная. После чего мы посчитали, сколько нам нужно досок. Мы поехали, купили уже сразу все доски, которые нам будут необходимы на крышу, и начали монтаж этого перекрытия. Как мы видим, одним из самых сложных моментов это было подъем этих длиннючих досок на 2-й этаж и дальше на фронтоны. Но вся семья трудилась, все помогали. И в итоге у нас все получилось. Конечно, после такого периода работы с бетоном и с кирпичами, начать работы с доской, тем более, когда она вот такая вот струганная, обработанная, это было прям какое-то удовольствие, прям какой-то отдых. Я уже соскучился к тому времени за молотком, за гвоздями. Вот эта работа действительно приносила нам некое удовольствие. А когда я летал вот так вот на дроне, то даже и не верилось, что мы все это сделали сами. Внушительно смотрелось в тот момент со стороны, вроде как досочка к досочке, а в итоге получилась какая-то такая серьезная конструкция. Соседи, которые живут рядом с нами, они ходили, если честно, вообще не сильно понимали, что же это мы такое делаем, когда крыша еще вроде как не готова, а мы уже что-то там из доски лепим. Также нам понравилась идея того, что мы все свои треугольники где-то примерно посередине свяжем уже вот так вот досками. Конструкция будет уже такая более крепкая и надежная. Ну и получив уже такую твердую почву под ногами, так скажем, такое вот деревянное основание, мы продолжили дальше выкладывать наши кирпичи, гнать наши фронтоны до самой верхушки. На этом этапе, конечно, уже хотелось побыстрее начать делать крышу, перейти, так скажем, к деревянной части работ. Здесь мы даже немного подзаморочились, повыпиливали вот такие вот зубья под наши доски. И в итоге оно все так складывалось, как будто так все и было задумано изначально. Очень симпотно все получилось. Но работать стало, конечно, намного удобнее и не так страшно, потому что я не сильно большой любитель высоты, поэтому вот имея вот такие вот доски рядом, вроде как не так страшно было. А чтобы зафиксировать наши доски, мы решили их просто запенить. Конечно, это немного подзатянуло нашу стройку, мы тогда хотели успеть сделать крышу до осени. Сейчас-то мы уже знаем, что мы не успели, застали мы и период дождей, и уже работали в более холодный такой период года. Но все равно мы довольны, что мы тогда сделали это перекрытие, что сейчас, в принципе, оно у нас есть между комнатами 2-го этажа и чердаком.
Дальнейший монтаж, конечно, уже будет намного проще, имея вот такое вот основание. Тут, как мы видим, Маша наконец-то научилась забрасывать провод на перекрытие. Очень она этому рада. Но здесь мы столкнулись с какой-то проблемой, что мы той пилой своей девольтом не могли пропилить нужный паз. Уже для других чуть досок мы воспользовались вот такой вот цепной пилой. И она, в принципе, тоже неплохо пилит. Здесь мы уже видим, что крайние фронтоны наши готовы, и мы уже, в принципе, начинаем укладывать так называемые доски пан, они называются по-французски. Это продольные такие мощные балки, на которые потом будут опираться, в принципе, все стропила. Это, можно сказать, самые тяжелые, в принципе, палки, которые мы использовали. Нас хвалили даже соседи, говорили, что мы молодцы, то, что решили сделать именно классическую крышу вот с такими вот продольными балками, а не так, как сейчас делают на всех новостройках, когда крыши привозят готовые фермы, которые, в принципе, потом как-то прогинаются, теряют свой вид. Считается, что вот такая вот традиционная крыша по вот такой вот старой технологии, что она лучше. И, в принципе, при строительстве дома, если вы будете делать такую крышу, то она более дорогая, чем крыша из готовых ферм. Ну вот мы добрались до высотных работ. Здесь я уже на Алиэкспрессе купил себе всякие пояса, страховочные веревки, карабины. Здесь я уже начал бояться, что я могу куда-нибудь улететь. Но в итоге все равно все получилось довольно классно. Сейчас вот так вот смотришь, и даже мне не сильно верится, что мы это все делаем сами. Как сейчас помню, что вот эти вот доски, вот эта коньковая доска, которую мы ложили на самый верх, что как-то это все было страшновато делать. После установки коньковой балки казалось, что ну все, крыша почти готова. Это было прям какое-то такое знаменательное событие. Казалось, что вся остальная работа, которая остается, что это уже вообще как бы несложно. То есть наложить вот эти все шевроны, набить обрешетку, контр-обрешетку. После того, как ты сделал такую работу, уже кажется, что это не так сложно. И вот мы начинаем монтаж крыши, небольшая мотивационная, видимо, беседа, и приступаем уже непосредственно к самой крыше. Здесь мы помним, что мы изначально заготовили болты, к которым мы будем прикручивать наш мауэрлат, поэтому здесь вроде как ничего сложного в этой работе. Когда была проведена подготовительная работа, то такой монтаж это не сильно сложно. Крутим, красим, сверлим. Это такая, мне кажется, из всей работы по крыше, это такое самое, можно сказать, простое. Главное, чтобы доски были ровные, чтобы они были сухие, чтобы они не были пропеллером. И тогда, в принципе, ничего сложного здесь нету. После того, как мы зафиксировали наш мауэрлат, мы с лицевой стороны также докладываем наши продольные балки, наши паны. Впоследствии уже будем устанавливать шевроны. Вот мы заготавливаем подачу наших стропил на второй этаж. Довольно длинные палки, по 6 метров, но они уже не такие тяжелые. Здесь мы укладываем оставшиеся поперечины. И в итоге вот так вот у нас получился такой вот каркас, такой вот скелет для крыши. Довольно даже так профессионально смотрится со стороны, хоть мы делаем это в первый раз.
Здесь мы по нашему макету, который мы делали в начале, когда только ложили шевроны, делаем запилы и выставляем крайние стропила, чтобы по ним подогнать наши поперечины, которые у нас еще как бы так были в свободном плавании. Все делаем по макету, чтобы они все у нас были одинаковые. В принципе, все палки были сухие, ровные, не было ни пропеллеров, ни прогибов. В этом плане нам повезло. Как-то мы купили довольно неплохие доски. И, конечно, работа с доской — это прям всегда удовольствие. Вот этот вот запах сосны, особенно когда все ладится, когда все получается. И мы видим, что крыша собирается. Мы с Машей веселые. Чувствуем, что конец близок. Или завершение. Уже как бы самая сложная часть, ту, которую мы не представляли, как делать, она уже была позади. То есть дальше вот это вот набитие шевронов, набитие обрешетки, контр-обрешетка, укладка черепицы. Мы, в принципе, это все делали, когда строили нашу веранду в старом доме. Ну и мы видим, что и детям, в принципе, было не особо скучно, они развлекались, играли. Главное, что мы им перегородили всякие опасные места, и они нас веселили. Нам было не скучно, всей семьей, всем миром мы собирали вот такую вот красивую крышу. Естественно, тут не стоит забывать про те места, где у вас будут окна, лучше заранее как бы все это подготовить. Ну и вот так вот шагом в 55, по-моему, мы накрутили все наши шевроны. Получилось довольно здорово. И после мы приступили к монтажу опалубки. То есть мы решили все наши шевроны еще сверху залить бетоном. Для этого мы делаем такую вот небольшую опалубку. Туда так же само мы уложим каркас из арматуры. И потом все это дело зальем. Конечно, не совсем, наверное, было просто заливать, учитывая, что это была наклонная часть, что бетон все время хотел убежать. Мы старались сделать бетон погуще. Ну и по чуть-чуть такими маленькими дозами нам все-таки это удалось. Хотя на самом деле не все это делают, не все заливают шевроны, считается, что оно и так может устоять. Но мы почему-то любим все связать арматурой, все залить бетоном, чтобы было понадежнее. В итоге высота чердака получилась даже приличная, там можно ходить в полный рост. Прежде чем приступить к монтажу черепицы, мы готовим проемы для наших мансардных окон. Здесь было забавно то, что самих окон у нас еще не было, и мы изначально сделали проемы чуть-чуть не так, и потом нам пришлось переделывать. Но тут мы еще были уверены, что мы делаем все правильно, и что потом как бы без проблем окна влезут, но это оказалось не так. Вообще я люблю вставлять мансардные окна, мне кажется, что это такое прям гениальное изобретение, когда вот так вот в крышу можно вставить окно, и причем это окно можно вставить и в какую-то старую крышу, особенно так как во Франции практически все крыши черепичные, то это вообще не доставляет никаких проблем. Как обычно, окна есть Velux подороже и есть какие-то окна подешевле, которые какие-то марка No Name, что-то такое. Но, в принципе, они все плюс-минус одинаковые. А это вот период, как мы натягиваем гидроизоляцию. И такой один из самых, наверное, неприятных видов работ, потому что непонятно, где тебе стоять, за что тебе держаться. В итоге ты все затягиваешь этой пленкой, и сверху нужно набить контр-обрешетку. В общем, для нас это была такая непростая задача. И, как обычно, в эти дни дует ветер, все это дело куда-то улетает. То есть было непросто. Ну и, наверное, еще это было немного неудобно, то, что мы все это делаем шуруповертом. Если бы, как в Канаде, мы все это делали при помощи нейлгана, когда пистолет забивает гвозди, то, наверное, монтаж был бы намного быстрее.
Прорезаем наше окошко, чтобы Маше было удобно мне подавать рейки. Вообще это удобно, когда есть мансардные окна, когда ты делаешь крышу, когда есть куда вылезти, откуда тебе подавать материал. Здесь вот я уже примеряю первые черепички, чтобы определить, правильный ли у нас шаг. Вроде как все правильно, все просчитано. И в итоге получается у нас вот такая вот красота. Все ровненькое, все желтенькое. Очень прикольно. И вообще хочется сказать, что у нас очень классные соседи. В этот период времени они нас все подбадривали. Они очень часто шли мимо, говорили шапо, типа снимаем шляпу, вы молодцы, давайте в таком же духе, продолжайте. Конечно, когда сразу набираешь вот столько обрешетки, есть небольшой страх, что в итоге потом где-то что-то может не сойтись. Но на самом деле черепица, она так сделана, что она некоторые огрехи вам может простить. То есть, если вы переживаете, что где-то какой-то сантиметр не сойдется, то даже какие-то приличные расстояния в районе 5 сантиметров, наверное, если вы где-то ошиблись по итогу в конце, то черепица вам это простит. У нее есть определенный ход, где вы можете как бы чуть-чуть это все дело отрегулировать. Ну а здесь мы начали монтаж крючков для водостока. Пытаемся их всех ровненько накрутить, чтобы потом нарисовать уклон и все их одинаково согнуть. Так как мы все понимаем, что перед тем, как начать укладывать черепицу, нужно прицепить водостоки. Водостоки самые обычные, из оцинкованного железа, ничего особенного. Но это вроде как классика, все привыкли к таким. Есть, конечно, и белые, и бежевые, всякие разные. Но мы сделали самые простые, самые доступные, ну и вроде как проверенные временем. И вот, наконец, начинаем ложить черепицу. Начали мы ее ложить сзади дома, потому что боялись ошибиться, что что-то может пойти не так. Выкладываем первый ряд для того, чтобы понять, с каким шагом ее ложить, потому что, в принципе, у нас есть небольшой шаг, когда мы можем отрегулировать там полсантиметра примерно на черепице. Пытаемся выложить так, чтобы у нас черепица была от края до края. И после того, как мы уложили 3 ряда черепицы, мы вставляем первое окошко. Все как нарисовано в паспорте от этого окна. Кто-то написал, что мы неправильно вставили, но мне кажется, что все правильно. Окно, оклад, все как обычно. Забавно это долазил по этой крыше. Уже к тому времени даже какой-то, наверное, страх высоты прошел. Казалось, что это прям уже какая-то обыденность, вот так вот бегать по ней туда-сюда. Но при этом я все равно все время старался себя закрепить. В итоге мы вставили по 2 больших окна с каждой стороны и по одному маленькому. Маленькое окно у нас будет одно в туалете, одно будет давать свет на лестницу. И также мы еще вставили одно маленькое окно на чердаке. Но его мы тоже вставляли больше для того, чтобы у нас был выход как бы на крышу с чердака. Тут главное соблюсти правильно порядок установки вот этого оклада. И мне кажется, что в принципе такое окно никогда не может протечь. На самом деле 2-3 окошка в день можно вставить вообще без проблем. Это такая прям очень простая процедура. И как мы любим говорить, результат виден сразу. Когда мы работаем с черепицей, в принципе, у нас нету никаких запилов, распилов и так далее. Это случается только вот вокруг окон. А так черепица ложится, в принципе, от края до края, снизу до верха, и у нас нету никаких распилов. Также нужно не забывать вставлять вот эти вентиляционные черепички. Мы пару раз забывали ее вставить, потом приходилось переложить там какое-то количество плиток. Но так, сама по себе черепица укладывается очень просто. Кажется, что это прям какое-то определенное удовольствие вот так вот сидеть на крыше и раскладывать эти плиточки. Мы еще старались каждую пятую фиксировать, но я видел некоторые стройки, где люди просто их укладывают, даже не прикручивают.
Ну и как бы даже по своей крыше мы можем сказать, что ей, наверное, уже лет 50. И все эти черепички лежат, никуда не делись. Где-то, наверное, на ряду 5, ну вот когда мы прошли окна, то уже пришла какая-то уверенность в том, что все получается, что мы все делаем правильно, и что в итоге крыша получится. Ну и после того, как мы сделали крышу сзади дома, мы решили, что можно начать делать то же самое и с фасадной части. Так же само мы положили первые 3 ряда, вставили окна и продолжили дальше закладывать все черепицей. Единственное, чем дальше мы приближались к финишу, становилось немного непонятным, как же докладывать вот эти вот последние черепицы, куда мне потом деться, в какое окно мне спуститься. А так черепица укладывалась очень даже бодро. Здесь вот я устанавливаю вентиляционную плитку с небольшими решеточками, чтобы никто туда не залез. А это уже коньковый элемент черепицы, который ложится на самый верх. Здесь я его тоже просто примеряю для того, чтобы прицепить вот эту вот планку, которой потом его прикручивать. Торжественный момент соединения вот этих вот торцевых плиток наверху. Пришлось там немного их подзапилить. И здесь я начинаю уже ложить наши коньковые черепички. Для начала мы цепляем специальный такой ковер, который пропускает воздух и имеет вот такие вот свинцовые края, чтобы никуда не затекала вода. Но опять же, кто-то это делает, кто-то это не делает. Мы решили сделать все как по учебнику. И в итоге получилась вот такая вот красота. Хотя на самом деле, учитывая то, что был постоянно ветер и дождь, вот эта вот свинцовая юбка, она не так, что прям сильно прилипала к нашей черепице. Ну и вот то, что получилось в итоге. Если честно, мы глазам своим не поверили. Какая-то крыша, как будто с какой-то картинки журнала. Очень нам понравилось. Мы с собой были очень горды, что мы смогли это реализовать. И нельзя сказать, что это было сильно сложно, но это было очень интересно, друзья. Ну и, наверное, на этом мы закончим сегодня наш ролик. Следите за нашим каналом. Продолжение следует. Будет еще много интересных видео про этот дом.